Всем доброе утро! И сегодня наш влог будет о нашей прогулке на катере. Проснулись раньше, потому что мы выезжаем где-то в 8:30. Нам нужно еще успеть позавтракать. Завтрак у нас будет в отеле. Мы об этом совершенно забыли. Уже вчера искали, где мы будем завтра завтракать, а сегодня утром мы так резко проснулись с мыслью о том, боже мой, да уже наш завтрак включен. Пойдемте с нами и посмотрим, что нам сегодня предлагает отель. Я не изменяю своим панкейкам и кофе. Завтрак довольно-таки питательный. Завтрак был великолепный. Несмотря на то, что панкейки они делают более пышными. Не знаю, или у меня какие-то воспоминания с оладиками. И мне кажется, панкейки слишком пышные. Напишите мне в комментарии, они должны быть такими или нет. Но у меня такое впечатление складывается, что они делают их с вот таких смесей, знаете, которые продаются специально для панкейков, на которых написано панкейки. И сейчас мы уже идем на нашей встречи для прогулки. Я не знаю, сколько островов новых мы сегодня увидим, но я знаю, что мы сделаем один круг вокруг нашего острова и берем вас с нами. Половина магазинов еще закрыты. Очень много людей, прям очень много людей, которые предлагают свои услуги. Очки, браслеты, натуральный жемчуг. Ну, все, что хочешь, массажи и так далее. И, честно говоря, иногда они прям очень навязчивые. Прям вот ты им говоришь, нет, они такие, не хочешь массаж, так может ты хочешь сторклинг. А я не хочу, может ты хочешь, вот, видите, смотрите. Постоянно. Боже мой, сколько людей. Вчера здесь были соревнования по волейболу. Так много людей было, все организовано. С тенечком, с водичкой. Ну вообще супер. Посмотрите на цвет воды. И вы знаете, что кажется, что меньше становится этих водорослей. Кстати, здесь, как и Порто-Галеры, очень популярные эти каноэ прозрачные. Смотрите, девочка делает фотографии, контент. И зачастую вот именно одна девочка плывет туда с водителем, с этим баркером, чтобы он ей делал фотографии. Она там делает себе фотографии, снимает видео, этот чувак ее фотографирует. Ну, в общем, это так забавно. Уже нашла вторую, смотрите. Вон вторая. Точно так же. Один чувак и она. Посмотрите, прям лежит, прям вот она. Вот. Боже мой, я надеюсь, что фотографии красивые. И смотрите, к нам уже, вот видят, что мы разговариваем, что мы снимаем видео, уже подходит к нам и предлагает нам свои услуги. Кстати, лодки выглядят вот так вот изблизи, чтобы вы понимали. Состояние так себе, но... Как вы сами понимаете, чтобы делать фотографии, фотошоп нам в помощь. Кстати, на соседнем острове есть аэропорт, собственно, с которого мы и полетим. И смотрите, отсюда видны самолеты. Красота, красота. На этом месте было соревнование по волейболу. Вот сейчас оно продолжается. Сколько команд, все в форме. Боже мой, на часах только 8 утра. Они уже, смотрите, тут снимают. А еще здесь такой, я не знаю, как это, пол очень тяжелый для прогулок, потому что он весь вот такой в буграх. На ночью тяжело гулять, потому что ты постоянно должен подниматься, спускаться. И плюс еще это песок. Ну, судя по всему, он такой холмистый, потому что с этих сторон выходят улицы и проходит вода. Я думаю, оно смывает просто, намывает. Одно и второе, под низом, вот смотрите, видите, вот оно опять лезет, проходят коммуникации, потому что видны провода, видны сацы или что-то такое. Поэтому вот что-то одно из них делает эти бугры. Наш будет очень похож на вот этот голубенький, потому что это такой вот в филиппинском стиле. Вот смотрите, еще один. Я готова даже просто от начала до конца пляжа пройтись, снимать видео и посчитать вам просто количество людей, которые нам предлагают свои услуги. Просто нереально. Первый день, еще второй, ты более-менее как-то держишься. Но дальше тебя просто это уже начинает раздражать. Воспитание просто отсутствует напрочь. Об этом, кстати, тоже хочу снять отдельное видео или рассказать вам. Здесь мы вчера
кушали наши бургеры. Боже мой, это невероятные. Было прекрасно, поэтому прям очень советую, если будете в Боракае. Вне зависимости от размера, вот такие вот крылья. Посмотрите, сколько их много. И один из них будет наш, возможно. Следующая порция блогеров, инфлюенсеров, которые делают фотографии. Чуваки здесь просто работают и отдыхают. Вы посмотрите, они кайфуют прям. Он плавает на своей лодке с какой-то телочкой, делает ей фотографии. Я, по-моему, перевести скоро его. Она там ему позирует. Наша прям радость. Ой, а может быть, это наш? Здесь есть один отель. Смотрите, он кажется, что он разваленный, что-то с ней случилось. Но представляете, как круто, когда здесь просто нету никаких ни магазинов, ни ресторанов, ничего. И ты живешь в таком лесу, много кокосов нападало. Но буквально вчера я смотрела отели здесь. И вы знаете, вот некоторые домики здесь сдаются. То есть он доступен. И смотрите, есть люди, которые обедают, завтракают они. И живет здесь кто-то. Хотя вот кажется, что он прям разрушен. Но нет, некоторые домики здесь сдаются в аренду. Этот чувак нас проводил сюда, чтобы вы понимали, мы половину пляжа, который мы прошли влево, чтобы найти его, чтобы он нас привел сюда. И вот сейчас ждем нашу очередь. И пока мы ждем загрузку нашего катера, почему бы не насладиться таким приятным моментом? Смотрите, с каким видом. Кстати, на этот бар я уже давно смотрю, называется 8. И все, мы хотели зайти сюда, выпить чего-нибудь. И вот смотрите, какой замечательный повод образовался. Поэтому сидим и ждем нашу очередь. Мы уже на нашем кораблике, и мы начинаем. И нам уже предлагают прямо с корабля миллион напитков, очки, какие-то экскурсии, какие-то аксессуары. Ну, короче, куча вещей. Наша вторая остановка, просто вот так посреди моря, кстати, практически напротив нашего пляжа. Мы, собственно, живем. Вот, поэтому здесь уже ребята покормили рыб и занимаются снорклингом. Смотрят на рыбок. Ну, я, если честно, очень сильно боюсь животный мир в море, поэтому я не спускаюсь. Если вы помните, в прошлом влоге я показывала парня, который с берега отплывал с кокосами. Так вот, оказывается, что они эти кокосы продают здесь. Он прям вот здесь, вот на этих маленьких сапах, подплывают с кокосами и продают, и открывают прямо при вас. Прикольно так. Это, напомню, наша вторая остановка. Первая была с другой стороны острова на Пука-Бич. Everyone, ma'am, you got the boat na so you can get lunch under the water, okay? Harap na tayo mga
наконец-то пришвартовались. Thank you. Просто посмотрите, как мы спускаемся. Ой, thank you. Боже мой. Немножечко грязно. Ой. Немножечко экстрима нам, чтобы подняться. Прям этот остров прям наш кораблик. Этот остров прям, я хочу вам сказать, очень странный. Где мы тут будем кушать? I don't know. Ну, посмотрим. Ждем весь. Мы, как обычно, первые выгрузились. И сейчас вот ждем. Вот здесь мы будем кушать. Такая а-ля столовая. Боже мой, если это все будет полное, нам повезло, что мы первые. И это действительно так, мы первые. Посмотрите, никого нет. И то есть мы будем самые первые кушать, нам достанется больше всего. Что у нас в меню? Рис, конечно, куда же без него. Какие-то овощи. Здесь шпажки на шпажках. Это курица. Здесь на шпажках у нас свинина. Здесь бананы. Кстати, вы знали, что бананы они варят. Это креветки и рыбка. И там есть напитки. У нас, по-моему, включена вода и какие-то напиток. Soy sauce, vinegar. Ага, соевый соус, You want уксус, put here? и So, вот эти лимоны. lemonade and chili. We have a chicken soup if you want. Ага, chicken soup, куриный суп есть. This is for Супер the класс. chicken soup power for it. Yes, thank you. Итак, наши блюда. Выглядит достаточно аппетитно. Наши блюда. Я взяла себе суп. У нас здесь это, я думаю, что-то типа спрайта и кока. И водичку. Это все включено в стоимость. Это соевый соус. И так как суп оказался всего лишь бульоном, я просто взяла и добавила туда рис. Ну, очень часто добавляют в бульон прям всякие вещи, поэтому я могу прям в бульон добавить себе рис. Ну, овощи, думаю, нет. А вот, например, курицу. Я думаю, будет очень вкусно. Ну, или хотя бы в прикуску. Поэтому так вот разнообразниваем, не знаю, нашу еду. Забыла вам рассказать, что одной из остановок, там же, где мы кушали, здесь они подготовили для нас чаны версия Филиппины. Посмотрите, они, не знаю, будут они подогревать их или нет. Они называют это вам, что мы вас будем готовить. Ну, симпатично хотя бы, что с цветочками. Ну, я не знаю, есть ли смысл сюда нырять, потому что на улице больше 30 градусов. Я думаю, это не такой кайф. Вы только посмотрите наш кот-кораблик. Боже мой, как он называется? Ну, я его корабликом поставила, у меня все кораблики. Я даже загуглила однажды, какие виды корабликов бывают, чтобы хотя бы начинать их различать. И, судя по всему, это остров приватный. Чтобы войти в этот остров, нужно оплатить билет. Вот здесь все паркуются. Боже мой, цвет воды. Я не могу насмотреться, честно, к описанию того, что здесь присутствует. Но, если честно, я не сильно любитель вот таких вот экстремальных путешествий. Я предпочитаю остаться здесь с кокосом, с каким-нибудь. И звонить маме, поздравлять ее с днем рождения. У нее как раз сегодня день рождения. Нет ничего лучше, чем сидеть на острове и кушать кокос. Боже мой, я сейчас попробую. Это, кстати, первый кокос, который нам попался, у которого так много внутри белого. Боже мой. It's too much. Не обратите внимание, что ложку он нам сделал из самого кокоса. Здесь он ее закрепил так. Посмотрите, как круто. Ну, такой наш вид. Таким видом мы пьем кокос. Мы не сдержались и съели целых 2 кокоса. Точнее, не только съели, сначала их выпили, а потом съели. Боже мой, это не жизнь, а сказка какая-то. На самом деле путешествовать это очень и очень круто. Ты
проживаешь не одну жизнь, а вот сразу несколько жизней в одной. Это незабываемое впечатление. Сейчас уже пришел час, мы ждем наш кораблик. Боже мой, находясь здесь в тени, возле моря, вроде как и есть свежий прохладный ветерочек, но кажется, мы обгорели. Мой нос вроде как опять становится красным, несмотря на то, что на мне SPF 50. Я понимаю людей, которые ходят полностью в одежде, знаете, таких в лосинах. Одежда для серферов, потому что солнце тебя обпекает даже в тени. И это была, если я не ошибаюсь, наша последняя остановка. И следующая наша остановка — это дом. Едем домой. Кстати, вы тоже так называете, когда вы где-то живете неделю, 2 недели, 2 дня? Называть это своим домом. Да, мне так привычнее. Едем дальше. О таком типе одежды я вам говорила. Смотрите, вот это настоящие местные, которые ходят вот так вот одеты. Ну, это уже туристы. Девочка тоже с нашего корабля, это, я не знаю, юнга, как они называются. Посмотрите на цвет воды. Но купаться сейчас просто нереально. Реально нереально. Она хорошо освежает, но просто вы сгорите. Пекло якесь. Боже мой, я устала еще после нашей второй остановки. Но вот сейчас я просто хочу домой, душ, смыть с себя всю эту соль и спать. На часах прошло только часов 5, наверное, мы где-то в 9-10 выехали. Просто хочу спать. А нам еще нужно доехать до нашего острова. Прибыли. Наш такой причал. И он, кстати, на белом пляже, на White Beach, мне кажется, единственный такой. Вот весь наш корабль, и мы, как обычно, первые, чуть не упала, вышли. И что самое забавное, не успели мы выйти с нашего корабля, зайти на землю, скажем так. Нам сразу начали предлагать другие экскурсии. Но вы серьезно, ребят? Но вы хотя бы подумайте. Во-первых, мы только что приехали с экскурсией. Во-вторых, как бы мы уставшие. Ну как, вы думаете, что мы сейчас купим? Серьезно? В общем, очень странное у них понятие о сервисе и о продажах. Не знаю. И это, кажется, что это даже не волейбол, а вот это, знаете, как тарелку кидают. Я даже не знала, что поэтому есть соревнования. И они играют группами.